Всем огромный привет! Сегодня будем готовить вот такую вот вкусняшку быструю к чаю. Для этого блюда мне нужны яблоки. Я очищаю его от кожуры. Также можно оставить и с кожурой его. Это блюдо не испортит. Теперь яблоко натираю на крупной терке. Теперь яблоки немножко сбрызгиваю лимонным соком и отставляю в сторону. Мне нужен творог. Добавляю к нему яйцо, щепоточку соли, добавляю сахар. Все хорошо перемешиваем. Если не хотите, чтобы в выпечке попадались крупинки, можете хорошо пробить блендером. Добавляю кефир. Теперь сюда добавляю просеянную муку, разрыхлитель или сода. Добавляю яблоки, хорошо перемешиваю. Эту выпечку можно приготовить как в духовке, так и на плите. Вот такое тесто получается у нас. И я эту лепешечку буду готовить сейчас на плите. Хорошо разогреваю сковородку, налила небольшое количество растительного масла. Вместо растительного можете добавить сливочное. Отправляю тесто в сковородку. Я тесто разделила на две части. Разравниваем хорошо. И готовить буду на медленном огне под закрытой крышкой. Сверху можно присыпать орехами или семенами льна или кунжута. Можете вообще ничем не присыпать. Это все по вашему желанию. И накрываем крышкой. Так, переворачиваем нашу выпечку на другую сторону. Так, отправляю оставшееся тесто. Эту лепешку присыпаю кунжутом. Друзья, ну вот такая лепешечка получается в готовом виде. Очень-очень вкусная, и нравится то, что она быстро готовится. Сегодня хочу на завтрак приготовить простое, быстрое в приготовлении блюдо. Готовится оно на раз, два, три. Если у вас осталось картофельное пюре с обеда или с ужина, не выбрасывайте его. С него можно приготовить очень вкусный и простой завтрак. У меня с ужина осталась картошка. Сейчас немножко придавливаю ее толкушкой. Добавляю сюда черный перец, соль, сухой чеснок. Это делаю я все по вкусу. Можете добавлять любые свои любимые специи сюда, какие вам нравятся. Хорошо это все перемешиваю и буду сюда еще добавлять зеленый горошек. Если не хотите, не добавляйте, но мне так очень нравится. Добавляю небольшое количество, где-то 3-4 столовые ложки. Опять все хорошо перемешиваю и зеленый горошек придавливаю ложкой или можно потолки его толкушкой. У меня остался сыр пармезан, где-то 2 столовые ложки, я его добавила сюда. Можете добавить любой сыр или вообще его сюда не добавлять. Без сыра тоже получается вкусно. Опять все хорошо перемешиваю.
Готовлю лист. Духовка у меня уже включена на 200 градусов. Выкладываю лепешку, на нее выкладываю картошку и хорошо картофель распределяю по лепешке. Друзья, это блюдо нравится всей моей семье, а мне нравится то, что оно очень быстро и просто готовится. Ну, если есть готовый картофель, конечно же. Если нет, то его приходится варить специально, чтобы это все приготовить. Сверху накрываю еще одной лепешкой, хорошо придавливаю, смазывать ничем не надо. На крупной терке натираю оставшийся в холодильнике сыр моцарелла. И у меня еще остался какой-то вот такой непонятный кусочек тостового сыра. Я тоже его добавляю сюда. Теперь сыр выкладываю сверху на лепешку. Хорошо его распределяю по ней и отправляю в духовку, хотела сказать в холодильник. Минут 15-20 и блюдо будет готово. Смотрите, какая красота уже получилась. Это очень-очень вкусно и сытно. Разрезаю его на несколько кусочек. Пока у меня закипал чайник, лепешка тоже приготовилась. Пробуем. Девочки, это безумно вкусно, мне очень нравится. Остановите меня, а то я съем всю лепешку. Сегодня хочу приготовить простое, но очень вкусное блюдо. Это будут лепешки со шпинатом. Что мне нужно? Это мука, молоко, растительное масло. У меня оливковое, можно взять любое. Дрожжи, сахар, яйцо и шпинат. В миску отправляю теплое молоко, но не горячее. Добавляю сюда дрожжи и сахар. Немного это все смешиваю и оставляю где-то минут на 20, чтобы дрожжи начали работать. Шпинат я помыла, и его нужно хорошо просушить, чтобы не было лишней водички. Пока у меня активируются дрожжи, я нарезаю очень мелко шпинат. Дрожжи уже очень хорошо работают. Добавляю сюда щепоточку соли. Отправляю оливковое масло и добавляю одно яйцо. Все хорошо это смешиваем. Теперь в эту смесь добавляю просеянную муку и замешиваю тесто. Этот рецепт я делаю наполовину, но полностью весь рецепт я напишу в описании под видео. Теперь в эту смесь можно добавить шпинат. Хорошо смешиваю и опять добавляю муку. Добавляю муку и уже буду замешивать тесто руками. Оно должно получиться эластичное, мягкое и не липнуть к рукам. Замесила тесто, использовала всю муку. Больше добавлять ничего не буду. Чуть-чуть смазываю ее растительным маслом и отправляю сюда тесто, чтобы оно подходило. Подходить будет долго, где-то часа 2-2,5. Но потом точное время скажу, сколько подходило у меня. Накрываю пленочкой и отправляю в теплое место. Я буду отправлять в духовку под включенную лампочку. Тесто уже очень хорошо подошло. Подходило оно у меня 1,5 часа. Вот, теперь я его смешиваю. Стол немного присыпаю мукой и отправляю сюда тесто. Раскатываю тесто в колбаску и разделяю на несколько частей. Вот у меня с этого количества получилось 4 части. Чуть-чуть муки и буду раскатывать тонко тесто. Буду обжаривать на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон. Где-то минутки по 2-3.
Готовые лепешки сразу смазываю сливочным маслом. Лепешки готовы, очень аппетитно смотрятся. Получаются они очень-очень вкусные. Очень вкусные, нежные, мягкие, просто тают во рту. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.